Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Привет всем из берегов Красного моря. 8 утра, а я уже на пляже. Вот видите, пока еще людей очень мало. Вот там только 3 женщины, ну и с той стороны 4. Ой, Маркуса провела в школу, а сама себе решила устроить романтику. Вчера звонит Глафира мне и говорит: Виктория, ты где? Говорит, снова куда-то идешь? Я говорю, да, снова куда-то иду. По делам иду. Она говорит, боже, как же ты расслабляешься, как же ты отдыхаешь? Я говорю, я вот и не расслабляюсь, и не отдыхаю. У меня все время поток какой-то. Что-то делать. То вяжу, то там каким-то другим творчеством занимаюсь, то иду снимать что-то. То вот уже пришла на пляж. Подстилку сегодня не взяла, потому что... Почему не взяла? Потому что в сумку не поместилась. Или нет, я, наверное, загорать не буду, буду только плавать и потом домой, конечно же. Но вот решила с вами поговорить. Всем хорошего настроения. О! Чай Аруса, египетский чай Аруса. Я всегда им говорю, дайте мне чуть-чуть, не так много, потому что они насыпают целую ложечку. Они так уже привыкли, для них это вкусно, для меня это настоящий чефир. Вот так вот. Так, ну я хотела похвастаться вам. Хочу вам показать. Моя подписчица из Германии позвонила. Говорит, Виктория, а что тебе привезти? Я говорю, привезите мне бальзам. Вот у вас хорошего качества, привезите. Она мне привезла аж 3. Алена, спасибо вам большое. Пользуюсь, очень нравится. И бальзамами пользуюсь, и пользуюсь пудра такая какая-то коричневая, ну классная, блестящая. Колбасу уже съели, платье скоро продемонстрирую всему человечеству. Большая благодарность. Сейчас намазаю. Такая приятная. Вот что значит Германия. Ну, поэтому они делают мерседесы. Спасибо вам большое. Алена, буду помнить долго-долго. Так, теперь хотела вам продемонстрировать другое. Буквально неделю назад прилетела подписчица из Италии. Зовут ее Рима. И она мне, знаете, что привезла? Смотрите, дорогие подписчики. Сама купила пряжу мне. Вот 5 клубочков. Это здесь, наверное, 70% шерсти, может быть 80%. И акрила немножко. 5 клубочков. Вот думаю, что мне такое связать? Посоветуйте. Я всегда прислушиваюсь к вашим советам. Посоветуйте. И вот такая беленькая пряжа, смотрите, боже, какая красота! Итальянская пряжа. Filati Specially, made in Italy. Здесь у нас лана 70%, акрил 30%. Супер. 50 грамм. Ой, это, наверное, шапочку какую-нибудь или, может быть, шарфик. Ну, прям даже не знаю. Посоветуйте. 3 клубочка вот белого. И 5 вот такого красивого, какого-то молочно-бежевого. Очень красивый цвет. Она сама выбирала. Но я не знала, что она мне такой сюрприз сделает. Ну, Рима, спасибо вам большое. Это мне передали. Я еще с Римой не встречалась, но очень хочу встретиться, потому что поняла, что невероятно интересная женщина. Но ко мне такие женщины прилетают, вообще восхитительные. Так, а вот эти спицы, знаете, от кого? Вот эти спицы от Татьяны Веселухиной из Кирова, я даже помню. Вот она мне подарила несколько пар разных спиц. Я, когда вяжу, я всегда благословляю всех. Вот такие у меня магические способности, что я, когда держу в руках какой-то подарок, я всегда посылаю благословение этому человеку, и это работает. Вы можете не ощущать, но все это работает. Ой, ну радости у меня сегодня. И поплаваю, и вязать буду. О, так, вот мой купальник. Видите, купальничек мой. Продемонстрирую вам. Что тут у меня еще? Бананчик есть потом на перекус. Водичка. Сейчас вас развеселю немножечко. Еще у меня вот такая есть шапочка. Смешная шапочка. Сейчас. О, это мне привезли друзья, знаете откуда? Из Вьетнама, видите? Сегодня буду вот так вот ходить. Смешная. О, от солнца такого египетского. Я знаю, что я очень смешная в ней.
Так, знаете, что я хотела сказать? Что-то у нас такой период сейчас в жизни, кого не спрошу, все болеют. Все болеют, лежат, чихают, кашляют, слабость. Я думаю, что это такое вообще? Ой, надо у доктора спросить. Ну, сейчас идет эпидемия, причем непростая, а, так скажем, микс такая эпидемия, потому что сейчас и микоплазменная, и хламидиозная инфекция, вот, и стрептококк, то есть пневмококк его по-другому называют. Вот, по Европе, по Африке, так скажем, идет такая вот микс-инфекция. Ну и расскажу об основных принципах профилактики, очевидных принципах и неочевидных. Ну, очевидные принципы – это, наверное, вакцинация своевременная. Вот, существует как вот гриппа, так скажем, который сейчас тоже, так скажем, блуждает, H1N1. Но он повторялся, он был в 2018 году зимой, опять же, во время праздников он, так скажем, распространялся. Ну и сейчас снова такой повтор своеобразный. Но основные способы профилактики – это вакцинация. Менее, может быть, очевидный – это использование таких препаратов, как лизаты, но это от бактериальной инфекции в большей степени. Это бронхомунал, бронховаксом, эсмиген. Ну, такие препараты, они из доказательной медицины, потому что я знаю, что сейчас люди и карты Таро используют, и травки-муравки какие-то, и какие-то специальные колечки носят. Но чтобы у людей была реальная возможность защититься от этой инфекции, соответственно, я вот рассказываю об очевидных таких моментах. Ну, это, так скажем, фармакологический вариант. Не фармакологический вариант – это если вы видите кашляющего человека, не будьте тактичными, просто разворачивайтесь и показывайте ему спину, ну или пятки. Вот. Поэтому, ну, такой способ ношения масок. Конечно же, когда человек болеет, лучше ему носить маски, потому что когда он кашляет, чихает, распространяется эта инфекция, вот, а может быть и окружение его не все, так скажем, в масках, понятно, легче одного, так скажем, оградить, чем все общество, так скажем, одеть. С другой стороны, если вы в какой-то коллектив, так скажем, крупный, плотный, допустим, вы заходите, вот как я позавчера заходил в салон связи, и увидел, что каждый там второй человек кашляет. 20 человек сидят, все в закрытом помещении, кашляют. Ну и, соответственно, я слышу уже как специалист, что там каждый второй имеет либо бронхит, либо пневмонию. Просто разворачиваетесь и уходите. Случай был, мне мамочки рассказывали, и сами они заболели, и, так скажем, отцы заболели, которые были на мероприятии, и дети. То есть пригласили, как всегда, много человек, чтобы пришло там, пригласили 40 человек, чтобы пришло 20, ну, как это обычно бывает. Вот, а пришло 40. И, соответственно, в закрытом помещении бедные аниматоры, бедные мамочки, дети в этом замкнутом пространстве друг друга заразили микс-инфекцией, вот, и, соответственно, все слегли. Так, заходим в море. Ой, как приятно. Такая прохлада. Обожаю зиму в Египте за то, что можно плавать. Ну, летом тоже можно плавать, но летом для меня слишком тепло. А я люблю холод. Смотрите. 24 градуса водичка сегодня. 24 градуса. Вот так. Оргазм. Сейчас буду испытывать оргазм. Ой, а скажите, пожалуйста, кто-нибудь от холодной воды испытывает оргазм? Ну, я от всего испытываю оргазм. У меня их много. Так, не завидуйте, дорогие подписчики, не завидуйте. Этому можно научиться. Повышать свою чувственность. Вау, обалденно. Особенно зимой. Вот так вот в море. Стоишь уже. Ой. Смотрите, какая водичка прозрачная. Вот такая красота. Сейчас поплаваю минут 15-20, потом буду вязать. Продемонстрирую вам, что я вяжу. Обязательно покажу.
Через буквально несколько дней закончу одну вещицу, вам продемонстрирую. В общем, ждите. Вы же знаете, что я вам все показываю на канале. Но, знаете, вот одни люди начинают свое утро довольно рано, там делают зарядку, по Мамше очень много людей ходят с утра, так приятно смотреть, столько спортивных людей на велосипедах ездят, кто-то этим занимается там после обеда. У нас здесь очень много фитнес-клубов, больших, маленьких, наверное, вот так если посчитать, сколько по Хургаде, то вот этих больших и маленьких, то, наверное, будет общее количество 50. Ну, правда, их очень много везде. Там и в компаундах, и в домиках там разных. Буквально любой какой-то новый поселок строится, там недалеко уже фитнес-клуб. Очень часто в подвальном помещении, ну, в таком цокольном или на первом этаже. Вот. Так что, если приедете, обязательно занимайтесь, чтобы держать свой иммунитет на определенном уровне, чтобы не болеть. Ну, в общем, так. Ну, я сегодня, знаете что, пообещала Глафире, что я буду расслабляться. Я говорю: Глафира, ты знаешь, что я не умею расслабляться? Она говорит: как? Я говорю: серьезно, серьезно. Я не умею расслабляться. Я расслабляюсь, когда я только сплю. И то мне такие бурные сны снятся. Я думаю, потом хоть бы не забыть, потому что порой целые фильмы мой мозг вырабатывает во сне. Да, иногда встаю утром, записываю. О, так что вот так. Так что что-то мое обещание, не знаю, не совсем такое продуктивное, потому что я не умею расслабляться. Я когда делаю йогу, нет, я знаете, когда умею расслабляться? Когда я делаю йогу, медитирую, там, или пилатес дома немножечко, но сейчас я это редко делаю. Хотя у меня возникла волшебная идея. Вот сейчас поделюсь с вами. Я вот, значит, такую идею придумала. Почему бы вам, например, не преподавать пилатес в Телеграме, создать Телеграм-канал и загружать там уроки, немного говорить о питании, немного говорить об энергии, как набираться энергии и для чего вам нужна энергия. Так, ну и всякие такие секреты женские. Конечно, эту группу сделать закрытую, потому что это для меня будет дополнительная работа. То есть и в этой группе будут те люди, у которых возникнет желание со мной тренироваться и повышать свой жизненный тонус. Также я буду закидывать туда видео с Ютуба, длинные, с физкультурой, занятиями. Вот. Они будут закрытые тоже, только вот для этой группы. В общем, напишите, как вам такая идея. Море сегодня красивенное. Боже, как красиво, штиль, нету ни ветра, ничего. Вот так вот смотришь на море и понимаешь, что вот оно счастье, вот оно, все. Все, уже солнышко начинает жарить немножечко. Знаете, на пляже очень много девушек, которые вяжут. Вот прям еще вон девушка вяжет. То есть тут вязальщиц очень много на этом пляже. И я всегда, если вижу вязальщицу, подхожу, знакомлюсь, общаюсь. Мне так интересно все, что там они вяжут, с какой пряжей, какими спицами. Ох! Ну, физическая нагрузка, она нас очень выручает. Действительно, если у нас есть возможность, так скажем, снять это психологическое напряжение, стресс, адреналин, норадреналин, так скажем, сжечь. Прекрасный вариант – это прогулки. Вот сейчас многие люди гуляют чуть-чуть пораньше, если встать. Это в 6-7 часов утра в Хургаде по, так скажем, Мамше. Люди еще бегают, и взрослые, и дети. И вот я каждый раз вижу мамочку с двумя детьми. Они берут полотенце, пробегают и обратно. В одну сторону и обратно. А полотенце зачем? Полотенце, они еще умудряются и купаться в море. Да, хотя сейчас холодно, но вот они такие закаленные. Вот. Ну, вот такой своеобразный вариант, и психологически успокоиться, и, в принципе, можно поднять уровень своего иммунитета. То есть, когда мы занимаемся спортом, у нас интерферон альфа, бета и гамма, так скажем, повышаются. Вот по наблюдениям, если у меня лечатся люди такие спокойные,
с большой избыточной массой тела, и спортсмены, путешественники, кстати, даже возрастные, вот они очень-очень быстро выздоравливают. То есть буквально там 3-4 дня и уже выздоровление. Люди, которые, так скажем, менее интенсивный образ ведут физический, менее активный, выздоравливают подольше, соответственно. Поэтому физическая нагрузка очень хороший вариант. Как, так скажем, и профилактика, вот, так и вот ресурсы, так скажем, ускоряют выздоровление. Тоже такое мое своеобразное наблюдение. А сейчас сошлось. Получается, что я сейчас перечислю эпидемии, какие сошлись в этом году. Получается, что пневмококковая инфекция протекает. Это большая редкость, но это именно в этом году она выстрелила. Стрептококковая, получается, то есть пневмококк, пневмококкус пневмония, его, получается, стрептококкус пневмония, вот так его обозначу. Вчера очень много пациентов было, уж, как говорится, не удивляйтесь, что я запинаюсь, потому что работал с 11 утра до 11 вечера, вот, поэтому уже утром, как говорится, собраться сложно, да, получается так. Я вот нарушил свое правило, то есть график сна и работы. Сошлось 3 инфекции. Это бактериальные, получается, стрептококкус пневмония, микоплазма пневмония и хламидия пневмония. Вот такие вот у нас виновники вот этой эпидситуации. Ну и H1N1 сейчас грипп идет. Кто-то обещает, что 5-я, так скажем, инфекция у нас добавится. Что-то там из Китая. Ну, не уверен, что это правда, потому что телевизору верить, интернету, так скажем, не всегда можно. Вот, ну, надеюсь, что будет 4. Но, тем не менее, смотрите, 4 инфекции очень необычные в том плане, что понятно, что вирусная инфекция у нас каждый год. И так было 40 лет. Понимаете, вирусная инфекция каждый год была 40 лет. Это нормальная ситуация для вот этих вот последних, так скажем, десятков лет. Но раньше, лет 40 назад, преобладала именно бактериальная инфекция. И вот сейчас супер такая особенность ситуации, что у нас все перевернулось, как будто бы полюса земного шара в эпидемиологическом плане. У нас не вирусная инфекция сейчас протекает в основном, а именно бактериальная. В чем особенность бактериальной инфекции? То, что ее намного сложнее лечить. То есть вирусная инфекция, она обычно заряжена запрограммирована на самовыздоровление наше. А бактериальная зачастую требует именно такого довольно-таки сложного лечения и использования антибиотиков. Вот, то есть не забываем про график сна, отдыха и бодрствования, график работы и отдыха. Вот. Ну и, соответственно, сон важен почему? Потому что буквально несколько дней можно не доспать. Вот. И, в принципе, организм уже теряет необходимые ресурсы. Про питание тоже не забываем. Ежегодные годовые отчеты, вот эти вот, тоже некоторые вынуждены сдавать вот именно за год, все это накапливается, так скажем, работа. Не надо это сдавать во время праздников, потому что во время праздников у нас скученность, так скажем, у людей, плюс у вас стресс какой-то психологический. Лучше взять, наоборот, отпуск в это время и ни с кем, так скажем, не пересекаться по возможности. Ну что ж, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там всегда много ценного. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока.